До недавнего времени все нововведения 24 части мы обсуждали лишь на основании всевозможных слухов, как от Ренана Гальвани, так и от прочих слухов, которые витают в комьюнити. И лишь обращаясь к Мастер-лиге, мы рассуждали о ней через призму имеющихся следов в файлах eFootball 2023. Однако за последнее время умельцы нашли намного больше следов других нововведений, которые, скорее всего, мы получим уже в eFootball 2024. О чем и предлагаю поговорить. Кроссплатформенность, режим редактирования, Мастер-лига и многое-многое другое. Поэтому жду вас в комментариях под этим роликом, чтобы узнать ваше мнение касаемо всего услышанного и увиденного. Не забывайте поддерживать видео своим большим пальцем вверх. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Начнем с самого интересного, с кроссплатформенности. Она заявляется еще с самого релиза eFootball, еще начиная с 22 части. И очевидно, что после всего того, что случилось с игрой, она была перенесена на неопределенный срок. До релиза eFootball 2023, во время активного обновления 23 части, не было ни единого упоминания кроссплатформенности. И лишь перед релизом 24 части слухи вновь напомнили о себе. Но здесь кое-что больше, нежели просто слух. Здесь конкретные следы в файлах игры. Конкретно данный файл, который отсылается на какое-то будущее меню кроссплатформенности, что ясно говорит о том, что какие-то следы кроссплатформенности в игре все-таки уже присутствуют. И кто знает, как скоро мы их получим. Скорее всего, точно не на релизе, но может быть где-нибудь в октябре, в ноябре, может быть к декабрю подвезут, ведь такие слухи уже были. А упоминание кроссплатформенности в файлах игры — лишнее тому подтверждение. Про Мастер-лигу много говорить не будем, потому что как такой конкретики немного, все то, что находили ранее, мы также ранее и обсуждали, и чего-то нового особо не нашли. Просто сама констатация факта, что файлы и предметы непосредственно из Мастер-лиги активно фигурируют в файлах игры. А это значит, что режим все больше и больше пополняется тем или иным контентом, и, судя по всему, уже скоро обретет более осязаемые формы. И можно сказать, что будущий релиз Мастер-лиги близок как никогда. Касаемо режима редактирования. Рассказывая об этом режиме, стоит упомянуть, что он присутствовал еще в самой первой версии 0.9.0. Однако после того, как был обнаружен, разработчиками, естественно, был вырезан, после чего мы его больше как-то не встречали. Да, некоторые мододелы все-таки умудрились его вернуть в игру, но режим все еще остается нерентабельным, то есть он никак не позволяет взаимодействовать с игрой. Хотя данная модификация и позволяет добавить этакое своеобразное меню, которое будет в режиме редактирования. Здесь же режим редактирования непосредственно упоминается в файлах. И коротко о важном. Скорее всего, режим редактирования не сильно будет отличаться от того, что мы получили в 21 части. То есть весь тот функционал, который был в PES 2021, останется и в eFootball. Просто пополнится парой-тройкой нововведений, и не более того. И если обратиться уже к Ренану Гальвани, который также не так давно рассказывал о режиме редактирования, одни из главных нововведений — это возможность обновлять рекламные щиты на стадионах и как-то взаимодействовать с атрибутикой фанатов. Ну, скорее всего, загружать какие-то флаги, фанатские баннеры и так далее. Возможно, это далеко не все нововведения, которые ожидают нас в режиме редактирования, но на данный момент известно только об этих двух новшествах. Ну и под конец поговорим об анимациях, потому что, как отмечают умельцы, которые и копаются в файлах игры, внутри самой eFootball скрыто очень много анимаций тех же фанатов, других анимаций, которые в самой игре не используются. Более того, внутри игры содержится около 40 моделей различных болельщиков. То есть не только модельки стариков, детей и просто взрослых, но и иные какие-то модельки, которые так или иначе, но, наверное, друг от друга отличаются. И по каким-то причинам они все еще не используются в игре. Очевидно, возникает вопрос, а в чем же дело, Konami? Почему вы их не используете? Почему все, что скрыто внутри игры, в самой игре никак не используется? Почему ваша игра все еще выглядит как какой-то мобильный обрубок на консолях нового поколения и уж тем более на консолях старого поколения? Так, на вторых, еще и плохая оптимизация. И здесь мы плавно перетекаем к разговору о том, что Konami сами ставят палки в свои колеса, не стремятся улучшать игру во всех возможных аспектах.
проектах, а только лишь в определенных и в малой доле. Так сказать, чтобы не начать бежать вперед паровоза, иначе я не знаю, как это объяснить, но факт остается фактом. На скамейке запасных все еще нет запасных игроков, а на трибунах мы не наблюдаем никакого разнообразия. Хотя еще до релиза eFootball разработчики отмечали, что они вроде как пересмотрели работу с болельщиками, и в новой на тот момент игре они должны были быть более живыми и всяко должны были отличаться от того, что мы наблюдали в 20-й части PES и уж тем более в 21-й. Но что имеем, то имеем. На этом же все интересные находки внутри самой eFootball подходят к концу. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Не забывайте поддерживать это видео своим лайком, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Про наши соцсети также не забывайте. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, дорогие друзья.